Привет, это мой второй ролик. В нем я постараюсь детально рассказать, с чего я начинал, как я вообще оказался в таких больших долгах, какие достижения были, какие ошибки я совершил, как я вообще пришел к тому, что я сейчас записываю этот блог. Моя жизнь давно тесно связана с цифрами, анализом, технологиями. Все мое обучение, бакалавриат, магистратура, аспирантура, все посвящено математике, анализу, статистике, программированию. В начале первых лет учебы я увлекся темой инвестирования и трейдингом. Это графическая головоломка с ценовыми колебаниями полностью захватила мое внимание. Был довольно ухабистый путь моего становления. Я терял, зарабатывал, снова терял, в попытках понять, что от чего зависит. Шерстил множество информации на эту тему. В конечном итоге я, набравшись опыта, видел в этом системный бизнес, которым мне нравится заниматься, в котором я видел безграничный способ развития. Меня вдохновляли множество историй, книг о крупных управляющих хедж-фондах. С 2021 года стали появляться чужие средства в управлении. К этому времени у меня уже моя работа показывала эффективность, постоянный контроль риска, системный подход, прозрачность сделок. Сформировалась небольшая группа моих друзей, которая видела мои результаты, мои успехи и хотела поучаствовать в моем деле. Я посчитал перспективным развитие данного вида, используя личные средства для накопления долгосрочных инвестиций, а дополнительные средства друзей использовать в виде капитала для внутридневной торговли. Дальше все стало развиваться исключительно на рекомендациях моих друзей, их друзьям, никакой рекламы, никаких агрессивных маркетинговых кампаний, никаких реферальных выплат, ничего такого у меня не было. Дело шло своим чередом, медленно, но уверенно расширяя масштабы. Я не агитировал за привлечение, не пытался выстроить реферальную систему вознаграждений увлеченных людей. У меня сформировалось своего рода дружеское закрытое сообщество, где каждый через одно рукопожатие знал, кому он и с какой целью, каким способом будет зарабатываться деньги, они знали, куда это и кому они несут. При этом я лично общался с каждым, списывался, объяснял всю работу, объяснял, каким способом зарабатывается. Мне надо было понимать, что это за люди, то есть некоторых я отсеивал, с некоторыми мне было некомфортно взаимодействовать, это зависело от многих факторов. Но всегда я говорил, что нет, точнее, стопроцентных гарантий, есть способы предохранения от потери денег, но также я следом дополнял в конце то, что всегда есть сценарии, которые могут быть не просчитаны, и риски есть в любом случае. Ко мне периодически обращались люди с вопросами о том, чтобы использовать кредитные деньги, заемные, то есть там переживали, суетились по этому поводу. И в большинстве случаев я таких отсеивал, говорил, что деньги для инвестирования нужно использовать свободные, нельзя вкладывать деньги, от которых ты зависишь максимально. Но потом в конечном итоге все равно пошли в бой и кредитные, и заемные деньги, и все перемешалось. От системной работы остался один хаос. Ну да ладно, к этому мы еще придем. В 2024 году случилась трагедия, она перевернула мою жизнь. У меня погиб младший брат, у меня на глазах. И это событие выбило почву из-под моих ног. Нарушилась внутренняя гармония, моя дисциплина. После первого месяца замкнутых переживаний я распустился, стал больше гулять, развлекаться, пытаясь убедить себя, что жизнь продолжается, нужно жить. Отвлекался от всяких плохих мыслей, от грустных воспоминаний. Вся эта тема крутилась долго, помимо этого неоднократно приходилось напоминать себе досконально обо всем произошедшем, учитывая то, что у нас шли суды. Обвиняемым в этом деле был один из моих хороших друзей. Этот суд был тяжелым в эмоциональном плане, в том числе, во всех смыслах. В том, что на скамье подсудимых и человек, как бы не дальний для меня, и брат родной погиб, и неоднократно приходилось обмозговывать всю эту ситуацию, крутить. В общем, на фоне всего этого и халтурно стал относиться к работе,
слишком самоуверенно, тыкая там, кнопку запустил, не обдумав, побежал дальше по своим делам. Слишком самоуверенно стал себя вести на фоне позитивных лет предыдущих. По отвратительному стечению обстоятельств проблемы стали накапливаться одна за другой. Мой внутренний баланс пошел трещинами, а вскоре начала рушиться и торговля. Но я не останавливался, хотя должен был следовать своим же инструкциям по предотвращению серьезных потерь. Но я не сомневался, что я справлюсь. Решив не сообщать инвесторам о дестабилизации работы, боясь вызвать лишние волнения и спровоцировать отток средств, который мне был необходим для закрытия финансовых потерь. То есть мне было необходимо сохранять средства, которые у меня есть, чтобы не спеша компенсировать убытки, а резервы, необходимые для компенсации убытков, они служили выплате процентов. Весь мой доверительный бизнес держался на одном только мне. Сейчас я понимаю, что если бы хоть кто-то со мной взаимодействовал, был партнер или помощник хотя бы по второстепенным делам, то катастрофу можно было бы предотвратить с большей вероятностью. Я слишком много на себя взял, помимо крупного бизнеса, которым я руководил, я развивал и параллельные направления. Также научная деятельность и другие проекты требовали немало внимания. Капитал сокращался быстрее, чем можно было предположить. Даже попытки поддержать торговлю деньгами другого направления лишь усугубили проблему. Я стал необоснованно увеличивать риски, стал торопиться, не дожидаться подходящих ситуаций, оттягивал стоп-лоссы, полагался на удачу, что категорически делать нельзя при качественной стабильной работе. В итоге вместо взвешенной системной работы началась азартная игра против рынка, что-то стало похоже на наркоманскую зависимость. Ясность мысли сменила тревожность и страх потерять еще больше, желание поскорее отбиться. Классические признаки лудоманства, которые уже начали появляться. Я стал думать только о том, как вернуть убытки, но которые на самом деле было необходимо принять, изначально обсудить эту ситуацию с инвесторами, реструктуризировать капитал и работать дальше после отпуска, который я по себе устроил. Сейчас это, конечно, все очевидно, но я не мог принять тот факт перед самим собой, что может быть еще хуже, поэтому я не сомневался, что я это все исправлю. Исправил. Все стремительно полетело в топку, потом уже голова совсем не работала так, как работала раньше, потому что я никогда не был в таких эмоционально-стрессовых ситуациях, когда на кону стоят такие огромные деньги и такое количество человек, которые с тобой вроде по-дружески всегда, когда ты им деньги приносишь, а когда появляются проблемы и оказывается, что деньги там еще не их, а это чьи-то чужие деньги, кого они сами боятся, это какие-то кредитные, заемные деньги, на которые рассчитывали только на те средства, которые у меня. Ты не знаешь, как может себя повести человек. И я тянул момент открытия всей этой информации до самого конца, в надежде, что произойдет чудо, и я все это исправлю. Стал таскать деньги с других направлений, которые приносили хороший доход. Там также были не мои деньги. Это была вообще самая, наверное, глупая ошибка за последнее время, которую я совершил. Там были быстрые деньги, которые приходили и уходили, там чуть ли не ежедневно, если. И я их стал впуливать в основную деятельность. Насколько можно совершить идиотских, дебильных ошибок под чувством страха, я познал на себе. Я не могу объяснить причину своего дебилизма. Ну и большая проблема еще в том, что когда уже все было плачевно, я продолжал брать деньги у людей, когда кто-то хотел добавить, что-то внести, подзаработать. Я не говорил о том, что есть проблемы, я брал деньги и пытался этими деньгами исправить ситуацию, опять же, повторно, натыкаясь на одни и те же ошибки, ударяясь головой об одну и ту же стену, и просто этими деньгами я разжигал огонь, который и так уже пылал до самого неба. Конечно, я прям не совсем настолько там законченный, там больной был,
что я брал деньги и сразу же мне все улетало в топ. Нет, как бы время позволяло, у меня получалось отрабатывать, у меня были плюсы за определенные месяца, но этих плюсов, разумеется, не хватало, чтобы закрыть весь минус, который уже сформировался к этому моменту. То есть мне там хватало на то, чтобы людям платить какие-то проценты, при этом себе ничего не оставляя, на остаточную сумму работать, кто-то что-то выводил. То есть продолжал показывать стабильную деятельность, что все идет по плану. Хотя я на суете и на нервах пытался исправить всю эту ситуацию в закрытом формате. И да, хоть и было все плачевно, и я не говорил об этом людям, но, опять же, я никого не заставлял давать свои последние деньги. Я описывал варианты, что, под предлогом, да, что есть варианты заработать, там примерно, там даже примерные проценты называл, сколько я там смогу выделить. В том числе я пытался продолжать функционировать на параллельном направлении своем, с арбитража что-то зарабатывать. Ну, в конечном счете все ушло на биржу, и все деньги остались там. Я понимаю негодование многих людей. Основная проблема в том, что я не сказал раньше, что есть проблема, и продолжал брать деньги. Но винить меня в том, что я кого-то кинул, что я кого-то дал, что я вытянул последнее, тоже считаю, что это неверно. Как меня сейчас многие тут называют мошенником и пиздоболом. Я никого никогда в жизни кинуть не хотел, и мысли не было. И даже когда ходили вокруг меня эти разговоры, я даже близко к ним не был причастен. Под таким предлогом я кинул себя, кинул свою жену, кинул своих родителей. У нас не осталось ни копейки. Я не прикарманил себе ничего. Я все потерял. Вместе с вашими и свои деньги, и своих родственников, близких, свою семью подставил, на рожон выставил. Все хотели заработать, все несли свои деньги. За жадности несли последние деньги. Кто-то еще и занимал, и кредитные брал. Я что ли вам говорил, берите кредиты, занимайте деньги? Это ваше решение. Вы тоже понимали. А вдруг что со мной случилось бы, если бы я умер? Или бы у меня эти деньги украли? Сколько сейчас мошеннических разводов есть на криптовалютах? Чего угодно могло произойти. Что бы вы делали тогда? А больше всего меня впечатляют такие разговоры, хоть и немного, но они есть, в которых заходит речь о единственном жилье моих родителей. Единственное ценное, что у них осталось, единственная крыша над головой. Когда заходит разговор, что я якобы должен убедить их продать, отдать долг, но я не закрою долг всей этой квартиры, даже если мы ее продадим. То есть я должен выставить своих родителей на улицу, убедить их сделать это, ради того, чтобы этой суммой закрыть хоть какую-то часть долга кому-то. Далеко не всем, я понимаю, если бы это еще могло закрыть как-то все долги. Но это закроет только какую-то часть. А с остальной частью мне что делать? Как мне компенсировать эту часть? Мне нужен какой-то капитал. Где мне его взять? Лучше эту квартиру тогда задействовать как стартовый капитал для работы. Я у вас забрал последнее жилье, я у вас забрал хоть какую-то крышу над головой. Вы давали деньги, которые я потерял вместе со своими деньгами. И опять же повторюсь, я говорил, что в случае каких-то проблем я буду возвращать деньги, которые вы вложили, без учета процентов. Но на данный момент я даже пошел на то, что согласился компенсировать суммы с учетом всех процентов, которые накопились, с учетом того, что я уже отдавал какой-то доход людям. Я зафиксировал то, что у нас осталось в бухгалтерии, все вот эти числа, которые у нас есть на данный момент. Я сказал, что я их все буду отдавать. Мне нужно время, мне нужно собрать капитал и с ним спокойно работать. У меня была уже часть, в начале месяца, и многие об этом знают, что я должен был с этим работать, постепенно разбираться с этой ситуацией. Даже получалась прибыль, на эти деньги уже получалось работать, но потом, опять же, под различным давлением одного, второго, третьего человека, со всеми жалобными историями, которые меня цепляют. Я переживаю за каждого человека, кто оказался в трудной ситуации. Даже абстрагируясь от того, что я попал в полнейшую пропасть с кредитами и без денег,
которыми я могу закрывать какие-то наши базовые потребности, коммуналку платить и прочее. Я согласился отдавать с процентами, решил зафиксировать эту сумму, это будет честно, это будет справедливо за то, что я там много что не договорил и там в последние дни уже брал деньги, пытаясь решить эти проблемы втихаря. Есть большая доля моего косяка, да, я от него не отказываюсь. Но я и не отказываюсь вам возвращать деньги. Я здесь, я никого не кидаю, я со всеми встречаюсь, я выхожу и общаюсь. Но по итогу этого мало, люди боятся, каждого понимаю, многие не верят, что эта ситуация решаема, видимо, один только я на 100% верю в себя, потому что это единственная сейчас моя серьезнейшая цель в жизни, которой я стремлюсь ее решить всеми возможными способами. И казалось бы, я уже раскрыл все карты, мне уже не надо опасаться, что надо завтра рассказывать какую-то горькую правду, переживать, как отреагирует человек. Я уже всем рассказал, уже увидел всех реакцию. Остается только восстанавливать всю систему при желании людей, забирать кусками, отдавать доли от прибыли, остальное наращивать капитал, дальше работать, все это восстанавливать. Да, это потребует времени. Многие не готовы ждать. В дальнейшем все это выливается опять в агрессию, встречи, дополнительные тяжелые разговоры, как все тяжело, наезды, угрозы. А потом ты возвращаешься домой, думаешь, что нет, наверное, надо все-таки переходить на более активный режим работы, работать больше, работать изнуренней. И опять по итогу за одну ночь теряются все эти деньги. Все, вот этот спасательный круг, да, который был у нас, благодаря которому можно было выезжать хотя бы постепенно кусками, я его слил. Самое стрёмное, то что в эти моменты, когда я уже оказалось загнан в угол, люди, которые приносили деньги, чтобы обменять их, да, я занимался обменкой параллельно, я занимался арбитражом, это одно из параллельных направлений, на ровном месте попали люди. Я их деньги тоже стал использовать. И под влиянием эмоций, давления, которое на меня оказывается, я слил в последние дни чужие деньги, угробил окончательно какое-то доверие к себе, угробил источник дохода, вполне стабильный и работоспособный, с чего можно было зарабатывать. Я закатал себе еще большую яму. Теперь мне приходится начинать еще с более низкого положения, чем я начинал в начале месяца. Я теперь снова ищу деньги, чтобы снова начать работать. Я уже начинаю к этой ситуации приспосабливаться. Тяжело разговаривать со всеми по-прежнему. Нелегко, это очень тяжелая ситуация. Я не желаю никому вообще не попадать вот в такие долговые обязательства. Я по глупости некоторым людям стал давать какие-то обещания. У меня там были какие-то надежды на некоторые моменты, да, где-то можно было дернуть какую-то денежку, там опять повторно там у матери там кредит попросить, еще что-то, передать на закрытие там нужд у человека, у которого там денег не осталось. Но по итогу все вот эти некоторые обещания, которые ты даешь, лишь бы как бы этот разговор закончился и как бы поскорее приступить к реабилитации всей этой ситуации. Думаешь, что сейчас перекрутишься и все будет, дальше пойдет получше. Да ни хрена. Сейчас любое, что я дам какое-то обещание, это будет вранье. Потому что я не знаю, смогу ли я исполнить это обещание или нет. Я сам себя загнал в угол, и я совершаю поступки, которые не похожи на меня. Все, с кем я когда-то общался, работал, взаимодействовал, все знали, что когда я что-то говорю, я это исполняю, и я ответственно отношусь к своим словам. Но в данной ситуации, когда у тебя куча задач параллельно, и ты в таких обстоятельствах, я сам не понимаю, как правильно себя вести, потому что у меня возраст молодой, я не был в таких тяжелых ситуациях, я не был на тяжелых переговорах, я никогда не конфликтовал с кем-то, я не разговаривал с кем-то грубо. Я человек мягкий. И когда на меня начинают давить, срабатывает инстинкт самосохранения,
язык сам начинает работать, не подумав. Но, опять же, к чему эти оправдания? Но, абстрагируясь от всего этого негатива, который присутствует вокруг меня в последнее время, я выражаю огромную благодарность людям, которые ситуацию понимают, мне по-прежнему доверяют, которые мотивируют меня на скорейшее решение этой проблемы, поддерживают. В том числе есть люди, которых я в жизни в глаза не видел, и они меня не видели, но это друзья там, моих друзей, с которыми мы общаемся на протяжении всего взаимодействия рабочих процессов. Хотя и у них есть сложные ситуации, у многих. Семьи, там, кредитов выше крыши, нереализованные желания, семейные деньги. Да все попали в сложную ситуацию. Но кто-то адекватно понимает, что кроме меня никто эти деньги не вернет, а кто-то пытается даже из близкого окружения вырвать последние куски, потому что никак не могут признать то, что они отдали последние деньги. Ситуация сложная, опять же, повторюсь, она решаемая. Не получилось раз, не получилось два, значит, я буду пробовать третий, я буду пробовать четвертый. Но пока я не верну эти деньги, моя цель не будет закрыта. В общем-то, и ради этого и создался этот блог. В нем я буду отражать все действия, чтобы люди, которые пострадали, следили за ходом действий. С каждым я в таком формате мог делиться какими-то новостями. Также этот блог предназначен для всевозможной монетизации, для сбора средств, которые пойдут в работу, которые должны увеличиваться, которые должны пойти в конечном итоге на возмещение всех убытков. Я буду заниматься различными видами интеллектуальной деятельности, в том числе это будет реализация обучения. Хоть я и встрял в большие долги, в тяжелую ситуацию, я потерял на рынке денег, но поверьте, у меня огромное количество опыта за практически ежедневное проведение времени во всей этой отрасли. У меня много есть заметок, которые надо рассказать, и при грамотном подходе, при стабильном ведении деятельности, при системном подходе все это работает. И вопрос в том, как вы организуете этот процесс работы. Вам будет интересно послушать множество информации, которую я могу предоставить. Буду вести прямые эфиры, будем смотреть рынки, будем разбирать их, будем анализировать, потому что я знаю, что на просторах интернета блуждает очень много людей, которые не знают, с чего начать, что изучать. Я могу дать структурированную, четкую информацию без воды, которую я сортировал в своих дневниках на протяжении многих лет. В завершение этого видео хочется добавить, что пока вы живы, пока вы на свободе, пока у вас руки, ноги, голова в порядке, все финансово это возможно исправить. Намного хуже, когда происходят вещи, которые уже действительно невозможно обернуть вспять. Какой бы страшной ни была сумма долга на данный момент, я знаю, что люди попадали в более сложные ситуации и выбирались из них. Пока у меня есть возможность, пока у меня есть силы, здоровье, свобода, я буду исправлять совершенные ошибки. Я взял на себя ответственность, и за свои слова надо отвечать, надо исправлять ошибки, которые совершены. Это всего лишь деньги. Да, они имеют в нашей жизни огромное значение, но деньги как теряются, так и зарабатываются. Все это возможно исправить. Я в своей жизни уже ощутил на себе и видел своими глазами вещи, которые действительно нельзя обернуть. Это потеря близких, потеря своего сознания. Сегодня мой день рождения, 15 октября, очередной свой день рождения. Я не развлекаюсь, не трачу время впустую. Сегодня я устроился на свою первую работу, побегал курьером по городу. Недавно я управлял миллионами долларов, а сегодня я доставлял еду по городу. Судьба не лишена иронии. Нужно как-то двигаться, накапливать капитал, двигаться к звездам, решать проблемы. Все будет хорошо, если только кто-то не решит распорядиться моей жизнью иначе. Надеюсь, до этого не дойдет. Я твердо намерен
вернуть эти деньги. Мыслей о суициде у меня никаких нет, и не было, и не будет. У меня есть цель, я к ней двигаюсь. Надеюсь на понимание, надеюсь на поддержку и помощь. Сегодня мне исполнилось 26 лет. К этим годам я уже управлял миллионами долларов. Даже не представляю, что меня ждет в дальнейшем. Я уверен, что это только начало моего пути. Я уверен, что ждут большие высоты. Все это только тренировочный путь, который приведет меня к чему-то большему.